Путешествуя, посещая разные страны и города мира, мы открываем для вас, друзья, хард-эндуро с другой стороны. Хард-эндуро мирового уровня, хард-эндуро, который редко можно встретить в России. Сегодня мы прилетели в Грузию специально для того, чтобы показать вам очень интересных людей, которые посвятили свою жизнь, свой бизнес, свой образ жизни, в принципе, хард-эндуро. Они вырастили топового спортсмена, который сейчас удачно борется в голд-классе и занимает хорошие призовые места. Они поделились с нами опытом, друзья, кому можно приехать потренироваться, где потренироваться в Грузии хард-эндуро, как провести свой мотоцикл, где взять мотоцикл в аренду в Тбилиси. В общем, вся информация, что касается хард-эндуро в Тбилиси, сегодня в этом видео. Покажем, на что они способны, а главное, друзья, вы увидите, как они тренируют своих детей. Вот это, мне кажется, больше всего меня поразило. В общем, перед началом просмотра не забывайте, пожалуйста, сделать небольшое поощрение каналу Всевондуро, поставив лайк и написав очень легкий спортивный комментарий. Для нас это очень приятно, для продвижения канала это очень важно. Это маленький ваш вклад в российское хард-эндуро. Начинаем. Привет, спортсмены! Мы сейчас находимся в яркой солнечной Грузии и в необычном магазине, как в магазине. В Мекке, настоящем центре, можно сказать, грузинского хард-эндуро, это Хаски Парк. Но перед тем, как, так сказать, всех участников этого стола, я уже по-грузински заговорил, представить не хватает одной вещи. Так как мы находимся в Грузии, друзья. Вот теперь можно. Итак, значит, Павел, все мы его знаем. Павлу аплодисменты. Самый старший, самый главный человек, самый главный отвечающий за порядок. За порядок в Хаски парке. Я так понимаю, что вы директор магазина, еще директор парка и еще Я менеджер. Менеджер. Да. Что такое менеджер? Что такое менеджер? Менеджер, который управляет магазином и все работает отчасти системы всего парка. Ага. Поговорим немножко попозже про парк. Дальше. Это тот самый легендарный спортсмен, можно сказать, гордость Грузии. Человек, который, вероятно, быстрее Леонова. Будущее. Ну ладно тебе. Георгий. Или Георгий, или да, виноват. Георгий, Red Bull атлет. Почти. Без 5 минут. Георгий не говорит по-русски, нужно переводить на английский язык. Да. Переведи, что сказал Кирилл. На английском или на... На русском. На русском. Он говорит, что, так сказать, без 5 минут, и он сотрудничает с Red Bull. И сейчас вот конечное решение будет в скором времени. В ближайшее время. Да. А правда, что Георгий это тот самый быстрый грузин, который никто не может никак обогнать и даже иногда и увидеть? Вот на Red Bull Romanix я знаю, что он ездит в голд-классе. Это правда, да? Да. В этом прошлом году съездил голд-класс, и в этом году тоже Он собирается. финишировал голд-класс? Да. Ого. Какое место?
2 дня финишировал, 2 дня 15-е, один день не смог, Или а третий что-то 1 километр сделал Мактаров, еще. где-то один километр не хватил. Не помню, 15 или 13, как я помню. 15 или... Роман Гузгохуля. Метхутнете. 15. 15 место в голд-классе. Да. Это очень сильно. All the way from north to south, it's been a long time coming. Самый харизматичный, самый яркий человек за этим столом. Это еще один Георгий, прошу не портить. Это маленький, это большой. Георгий организатор гонок. Правильно я же говорю? Всех гонок в Тбилиси, да и, наверное, в Грузии. Почти всех. Так, ну, ребята, у нас к вам огромное количество вопросов, так что вы держитесь. Значит, Готовьтесь. Да, и начать, наверное, хотим то, с чего волнует нас всех. Будет ли гонка в Тбилиси, Hard Enduro Тбилиси? Вот эта легендарная гонка, когда вы перекрываете половину города, на центральной вот этой вот площади у вас вы расставляете все вот эти препятствия. Вот это будет? Добро пожаловать на Hard Enduro в Тбилиси. Думаем, что будет в этом году, но все еще есть какие-то вот, что надо уточнить, потому что вот эта гонка должно быть вот на 3 дня, один будет в городе и так далее, потом 2 дня в лесу. И очень хотим, чтобы этот пролог, как было 2 года тому назад, было то же самое. Но точно не знаем пока еще, если разрешат вот сделать из пандемии. Наверное, думаем, что есть надежда, что будет все. Когда вы проводили эту гонку, ну, такой, наверное, самый яркий, почему-то для нас запомнившийся момент, это 2019 год. К вам приезжало много очень ребят из России, так как мы приоритетно все-таки российский канал, хотя нас смотрят и там из Латвии ребята, и там Беларуси, и некоторые из Польши. Из Америки, да? Да, даже некоторые из Америки. Пишут. Все-таки как попасть в Грузию со своим мотоциклом, так как, ну, вы же знаете, что у нас вот эта ситуация, у нас там половина мотоциклов без ПТС, и вот это вот, как все происходит? Дело обстоит так, что заранее вы должны известить нас, какой мотоцикл, ВИН-код мотоцикла, заранее сообщить это все, и потом уже мы сами организуем эту Встречу. Да, эту встречу мотоциклов. Потому что государство из-за того, что мы являемся федерацией менеджер мотоспорта. магазина еще в границе. Можно? И согласовываем этот факт, и так заезжают мотоциклы на определенное время. Можно приехать без мотоцикла и арендовать его здесь у вас? На вашу гонку? Да, можно. Желаю дружбы. Так что мы сейчас в Тбилиси. На Hard Enduro Тбилиси. Гонкой более-менее разобрались, это 3 дня, проходит в Тбилиси, потом, я знаю, что вот такая она локал, то есть помимо гонки еще вот эти вот все ваши мероприятия, которые проходят, это вот эти застолья,
вечеринки, все же это есть, да, насколько я понимаю? Ну как это? Для вас это... После гонки там большая автор-парти. Гулянка устраивается. Тост, да, хороший гонка. Тост там отдал, вышел, все дела. Слушайте, супер какие-то райдеры приезжают к вам? Ну вот там, например, Грэм Джарвис или Билли Болт или Альфредо Гомес. До этого не были они, но в прошлом году мы запланировали. Грам хотел приезжать, но как только вот запланировали, это было 11 апреля, и сразу вот закрыли границы и так далее. Сейчас мы говорим с ним, и может быть он тоже приедет. Точно не знаю, на гонку приедет или нет, но вот через месяц или два он собирается приехать с нами. В Грузию? В Грузию, да. Ладно, вернемся к прекрасной солнечной Грузии и поговорим про ваших спортсменов. Про ваших спортсменов. Значит, наливай, да. Поговорим про Георгия. Я так понимаю, что это ваш продукт, который вы готовили довольно долго. Конечно, продукт Василий. Васильевич. Он Васильевич. Георгий Васильевич. Георгий Васильевич Гахеладзе. Ну, Георгий очень много тренировался, если честно, там с малых лет. История его начинается, когда ему было где-то 10 лет, по-моему, да? От слишком, да. Очень много помогали мне тоже, но основное, думаю, что он очень много тренируется. И талантливый очень. И когда вот построили это место, вот там есть трек, где можно тренироваться, еще устроили гонки, и это очень, думаю, что очень помогло у Георгия. Еще потом поехали, вот, например, на Ситускай, потом на Романьякс, вместе вот. За границей вот ехали на гонках. Погоди, надо паузу. Думаю, что Давай тормознем что-то. Парни, мы давно хотели это сделать, но, к сожалению, не было физической возможности, потому что мы постоянно в разъездах. И вот этот момент настал. Мы хотим пригласить вас 3 и 4 июня к себе домой на наш домашний трек в Подмосковье, чтобы передать вам опыт, рассказать, вместе с вами покатать, обкатать наши новые участки трассы и, конечно же, поделиться нашим опытом с вами. Хотим сделать небольшой мастер-класс и передать всю ту информацию, которую мы собираем со всего мира, когда приезжаем с того или иного интервью или общаемся с тем или иным авторитетом в эндуро. Поэтому приезжайте, записывайтесь, телефон оставляю внизу. Стоимость участия 4000 рублей в день. Поэтому, дорогие мои друзья, группа всего 20 человек. Мы пригласим много интересных людей, которые для вас станут сюрпризом. И, вероятно, которых можем пригласить только мы. Поэтому, если ты только начинаешь кататься или ты среднячок, давай, записывайся в эту группу. Ты очень много узнаешь и подтянешь свой скилл в эндуро. Спасибо, парни. Продолжаем смотреть это прекрасное видео. თავიდან არ ჩამithვალეს, მაგრამ დაჯილდოებაზე მივედი, ფინიშერის წოდება და ოქროს медали მომწეს. Первый раз он выступил на Ситускай. Потом был... Почти доехал до Голда. Да, почти доехал до Голда. Да. По времени не смог до конца провести гонку. Потом был уже Голд. Второй Ситускай, Голд. Да. Финишировал Голд. Потом поехали на Романьякс. В первом году Silver. Да, Silver. И потом был Голд вот в прошлом году.
и 3 дня он проехал. Не, 2 дня сфинишировал, Не смог. Да, не смог, и на 4-й 4-й день 1 километр не хватило. мотор отказал, к сожалению, испортился. Ну, почти как-то Да. вот, посчитали. Но из-за плохой погоды, что было в эти дни, они немножко передвинули это все, и когда Георгий уже добрался на финише, практически руками довез мотоцикл, они объявили его тоже финишером. Это было... Медал дали. Правда, что у профессиональных грузинских спортсменов вместо гели сис хинкали? Нет, не Чурчхелла. Ложим Чурчхеллу. Ребята, в течение недели он тренируется на скалолазании и на 3-4 дня в фитнесе и 2 дня на 2-3 дня мотоцикл. С тренером или самостоятельно? На фитнесе с тренером. Тренер. Нет, И на лаз- мотоцикле? на мотоцикле он тренирует. Иногда я. Ну, обычно он сам тренируется. А как выглядит тренировка на мотоцикле? Вы выезжаете У и вас прям, какая-то система? прям зацикленно делаете упражнения или вот просто катаетесь по горам? Что мы очень много ездим вот очень трудных треках. Сначала я вот отмечаю вот на гугле, потом ездим, потом какие-то вот გაუყავოთ ტყეში დავდივართ. места, которые Не- очень не хорошо обследовали знаем. вообще? Сейчас побьем. Еще потренируемся, сейчас начинали на триале тренироваться. Ну, не очень хорошо вот получается пока. Ну, что-то помогает. На балансе помогает. Технику очень легко вот Развить. перенести вот на эндуро. И еще на гонках тренируемся. Ваши тренировки, извини, ваши тренировки, я понял, триал сейчас стал и хард эндуро где-то в горах на треке, который вы... А мотокросс? У нас многие тренируются по мотокроссу, а вы? Знаете, что у нас тоже есть один трек в Руставе, и я уже старый для мотокросса, но Георгий часто там тренируется. Конечно, Ну, побольше, честно говоря, на эндуро тренируемся, потому что вот здесь везде, или в парке, или вот Вокруг максимум парка. 200 метров, и у нас уже треки везде. Да. Где-то Начинаются 10 треки. километров радиус вот Тбилиси, очень-очень много треков. Где-то на 200-300 и может быть на больше километров. Тогда давайте так, парни. Значит, а есть ли у Георгия профессиональные какие-то контракты, ну, например, не знаю, там, Husqvarna, кто вообще все это финансово тянет? Гаерна, может быть, его финансирует. Есть какие-то европейские бренды, которые обращают внимание на спортсменов из Грузии? Знаете, что везде так бывает, что если спортсмен живет, например, в Грузии, что надо финансировать вот локальным, вот, Red Bull, например, там есть некоторый бизнес, который финансирует вот Георгий и Хаски тоже. Здесь Сейчас представлены разные бренды, и получается так, что мы представители. ну вот мы такого, финансируем. что вот глобала было здесь пока нету. Правильно я понимаю, парни, что для того, чтобы вырастить такого спортсмена и вывести его на мировой уровень, как вы это сделали, вам необходимо, чтобы был рабочий бизнес, который его бы датировал и давал возможность его финансировать. Отдельно бренды не обращают внимания на подобных спортсменов. Наверное, точно не знаем, но ну, с какого-то уровня, наверное, Начнется, это да. будет. Если вот ты топ-10 и там будет у тебя контракт прямо вот в Factory, вот Factory. Husqvarna или KTM, наверное,
они сам уже Заинтересуются, заинтересуются. до этого надо дойти ко всем. Но мы пока до этого не дошли. Ну, Ну, край- наверное, дойдем. Краев не видно пока, я так понимаю, в этом смысле. Да. Более-менее очертания есть и направление. У нас, например, рынок очень сильно захватили китайские мотоциклы. Но вот я вот сейчас смотрю, ни одного китайского мотоцикла здесь нет. Где китайские мотоциклы? Ведь стоимость их вообще недорогая. Вообще-то продаются в Грузии, но не очень много китайских мотоциклов. В основном у всех есть КТМ, Husqvarna, сейчас привезли ГАЗ-ГАЗ. Ибо они предпочитают вот взять хорошую технику, чем эти китайские какие-то. Ну, это как Мерседес. В Грузии любят Мерседес. А вот сейчас, спортсмены, я хочу вам показать небольшой отрывок видео, где тренируется мальчик, которому чуть больше 10 лет по хард-эндуро. Обратите внимание на его самоотверженность в тренировках и на то, как ведет себя его отец. Он не заставляет пацана тренироваться, как у нас многие делают в мотокроссе. Он все это делает в игровой форме. Вообще, в России, например, хард-эндуро начинается с 18+, потому что считается, что хард-эндуро дисциплина – это не только умение управлять мотоциклом, но и набор жизненных навыков, которые ты должен знать, понимать и в экстренных ситуациях применять. Во всем другом мире хард-эндуро – это уже профессиональный спорт, на который готовят детей. Вы в этом году выступаете в Румынии? Да, я и Георгий. Значит, мы там увидимся. Какой класс? Георгий, как уже Золото? сказали, золото, я силвер. А вы знаете про вот эту затею русских ребят, Китайских. которые, значит, китайцы везут целую команду туда? Авентис? Да, Авантис. Знаете Авантис, да? Ну, там помимо значит, Авантиса значит, еще. они им уже тоже предлагали. Не предлагали, нет? Георгий, ты согласился бы участвовать в Романьяксе на китайском мотоцикле? Очень мотоцикл гонку. ოქროს კლასში არა. Голден нет. არა, მაგრამ დაბალ კლასში შეიძლება კიდე თუ სხვა гზა არ არის დაბალ კლასში შეიძლება. Если, говорят, у меня не будет мотоцикла и другой возможности, вообще там пешком, что делать? А ты вообще когда-нибудь ездил на китайском мотоцикле? Знаешь, что это такое? კი ვიცი, მაგრამ Да, говорит, я знаю. არ არის ისეთი როგორც შანს რეალურად. Но, к сожалению, не такое крутое, как и по технике, ну, не такое крутое, как видится, говорит. Ну. Ну тогда, как ты оцениваешь, они, как ты думаешь, они проедут, они смогут финишировать? Ты знаешь Романьяк внутри, оцени. ოქროს და ვერცხლს
ვერა რა თქმა უნდა შანსი არ არის რა და Серебро и золото. წვალების не შემთხვევაში вариант. შეიძლება Но если там ბრონზა мучить დაახმაშა. их, может быть там бронзу финишируют. Можешь дать пару советов ребятам, которые поедут на Романьяк на китайских мотоциклах? Ты же опытный в этом вопросе. Что самое главное? Раунд отсюда. Не выбирать silver и gold. чем нет. Он говорит, что, ну, в первую очередь он пожелает им, всем ребятам, которые выступают, удачи и там мужества надо, если честно, говорит, чтобы там или там вы выступить, тем более там беречь технику и советуют очень, что подтянуть физические навыки. Хочется налить. Мы присоединяемся, да. Звучит как тост, да? Там мы как тосты разговариваем. Назовите, пожалуйста, фамилии или ребят, или имена, о которых вы знаете из России, кого вы считаете хорошо ездящими и конкурентами Георгия. Наверное, с конкурентов голд класса, что знаю, Давид выступает. Леонидзе. Леонидзе. Дато Леонидзе. Давид Леонидзе. Большой привет, Дату тебе. Еще, Так, не надеюсь, знаю, что Миша это будет мотоцикл или, найдется твой. Мы переживаем очень за тебя. Гонзе. В прошлом году и позапрошлом. Да, Миша тоже очень хороший парень. Да, очень Большой хороший, привет, Миша хорошо тоже. гоняется. Еще знаем Олега Бибикова. Бибикова, да. Олег выступал в Сильвере, насколько я помню. Да, да. Но В прошлом в этом году, году видел, что в бронзе ездит. Наверное, физический возраст. А еще это Привет, Олег тоже. как его, Чернявский? Черняев. Черняев, очень хороший парень, да. У него мотоцикл, по-моему, испортился. Да, мотоцикл испортился 2 года тому назад. Он не ездил в Румынию? Не, здесь, когда он был. У него недавно очень, мотоцикл испортился, под машину попал, видели? Да, Не, где-то видел. очень хороший парень, большой привет. Отец его очень переживал, когда он там мотоцикл испортился у него. У вас есть треки, у вас есть удивительные локации, и вы там совсем недалеко. В принципе, к вам добраться-то это там 3 часа, и вы на самолете, все, пожалуйста. Есть еще вино, да, чучхела. пахлава, вот это все. Чебуреки там, что там. Можно к вам приезжать в Хаски парк, тренироваться из России. У вас же были туры на эту тему. Рассказывайте. Вот, наверное, лучше туры быть были, здесь, да. рассказать. Мы начали деятельность нашего тура где-то в 2013 году. И сейчас во время пандемии немножко там по миру все, особенно по этой части, немножко изменилось. Мы просто решили немножко приостановить эту деятельность. Ну, сейчас какой-то сегмент маленький остановили, все равно, потому что, оставили, потому что там без этого тоже не обойдется. Мы тоже любим очень эту тему. Так что можно, да, приезжать, можно организовать там 2-3-дневные туры вокруг Тбилиси, потому что здесь очень хорошие треки, треки во всех категориях там, и для бегинеров, и для профи тоже.
Так что в таком разрезе можно это все организовать на этом этапе. Но что будет уже просто через год, я очень надеюсь, что все это все урегулируется с вирусом. И мы тоже думаем, что немножко поменять и формат, и всю эту деятельность на более позитивную сторону, и более другой уровень будет уже. Правильно я понимаю, что я могу оставить ваш телефон внизу под видео, и вам могут позвонить и сказать: ребят, мы вот хотим к вам приехать, нас там 2-3 человека, чтобы нас потренировал Георгий или Георгий, и потому что на самом-то деле делиться опытом – это прям вот крайне важная история. И очень ценно, да. А какие мотоциклы у вас? Какие мотоциклы можно взять в аренду? В турах сейчас есть 250-ки катаемые, но мы каждый год меняем мотоциклы, но новые мотоциклы будут тот год выпуска, который мы будем проводить тур, будут новые мотоциклы. Ребята, спасибо большое, что смотрели это видео. Не забывайте отправлять этот видос тем ребятам, которые точно так же, как и мы, укушены и болеем этим вирусом, черт возьми, эндуро. Да, болеем и отдаемся ему полностью. Порой, несмотря на травмы, на какие-то проблемы или там еще что-то, инвестируем свое время в этот спорт, потому что он нам нравится и мы его любим. Не забывайте про лайки, комментарии. Всем хорошего дня и, конечно же, все в эндуро.